Это видео о изготовлении простой доступной межэтажной лестницы. Возможно ли сделать удобную лестницу в ограниченном пространстве, да еще и затратив на это минимальные средства? При строительстве двухэтажного частного дома у многих постает сложный вопрос о изготовлении лестницы. Одним кажется, что лестница должна быть центральным, шикарно отделанным элементом декора. Другие же, напротив, пытаются скрыть ее в отдельном проеме или даже помещении. И тот, и другой вариант вряд ли получатся бюджетными и точно съедят много полезного пространства. Эти факторы даже отпугивают многих от строительства двухэтажного дома, так как обязательное присутствие лестницы в таком доме увеличивает бюджет, съедает полезную площадь, а лишние трудности при ее эксплуатации и вовсе сводят на нет преимущества двухэтажного дома. Но все же на собственном примере мы попытаемся показать вам оправданное изготовление рациональной лестницы и постараемся вложиться в минимально возможный бюджет. В идеале изготовление любой лестницы должно начинаться на этапе проектирования дома. Так для лестницы можно будет выбрать наилучшее место, а при необходимости внести в конструкцию дома дополнительные усилители. В нашем случае мы разместим лестницу прямо возле входной двери. По конструкции она будет легкой, поэтому никакого усиления ни фундамента, ни стен мы заранее делать не будем. Конструкцию лестницы можно сделать из разнообразнейших материалов, но в основном используют бетон, сталь или дерево. Самой простой и доступной для самостоятельного изготовления будет конструкция из дерева, а в простейшем исполнении она получится еще и самой дешевой. Естественно, финальную стоимость нашей лестницы мы также озвучим. Основным материалом для лестницы стала сосновая доска, высушенная естественной атмосферной сушкой. Эта доска будет играть как конструкционную роль, так и роль финишной отделки, поэтому отец простружил все заготовки на электрофуганке. На этом же станке все заготовки были и нарезаны до нужного формата. Тетивой для лестницы станет сосновая доска с сечением 200 на 40 мм, с обеих сторон которой мы делаем косой спил. Эта межэтажная лестница будет двухмаршевой, поэтому отец проторцевал 4 таких заготовки. Теперь на каждой тетиве нужно сделать разметку под ступени, и удобнее всего делать это с помощью угольника. Начертив первую ступень на тетиве, ее габариты переносятся на сам угольник, и теперь угольник играет роль шаблона, по которому очерчиваются все остальные ступени. Все грубые неровности, выпавшие сучки, трещинки заделываем шпаклевкой. Еще будет выполняться финишное шпаклевание, но его мы будем делать уже на готовой лестнице. Излишки шпаклевки шлифуем простым доступным способом с помощью болгарки и наждачки на липучке. Ступени в этой лестнице с лицевой стороны будут закрыты под ступенком, а с внутренней стороны лестница будет подшита гипсокартоном. Поэтому крепление самой ступени проще всего выполнить из бруска, приклеенного к тетиве. Из бруска сечением 35 на 40 мм отец нарезал одинаковые заготовки, просверлив в них отверстия, с помощью саморезов по дереву закрепил их на тетиве. При этом соединение промазывалось столярным клеем ПВА, который не только упрочняет конструкцию, но также убирает возможность появления скрипа. Две короткие и две длинные тетивы были заготовлены у нас дома. Остальные детали отец заготавливал уже на самой стройке. Так как эта лестница будет монтироваться в ограниченном пространстве, то в ней будет присутствовать поворот на 180 градусов. Для этого поворота будет изготавливаться лестничная площадка, каркас для которой будет собираться из этого бруска. Он имеет сечение примерно 50 на 100 мм и в размер подгоняется прямо по месту по начерченному контуру лестницы на стене. Соединив одну из стоек с тетивой, эту конструкцию крепим к стене. Крепить будем с помощью монтажной пены с саморезами, заранее увлажнив газоблок. Да, монтажная пена здесь не выдержит вес лестницы, но ее присутствие во всех примыканиях лестничной конструкции к стенам придает лестнице дополнительной устойчивости и делает ее в целом стабильней. Сверху тетива упирается в опорную балку и прикручивается в торец 120-ми саморезами. Конструкция лестничной площадки будет иметь простую П-образную форму. Между лестничными маршами она будет делиться надвое, формируя перепад по высоте, который будет работать как дополнительная ступенька.
Первая часть лестничной площадки состоит из 4 стоек, которые соединяет деревянная рамка, изготовленная из досок с сечением 100 на 25 мм. Все соединения здесь также фиксируются с помощью саморезов по дереву с использованием столярного клея. К этой конструкции крепим еще один брусок, на который будет опираться вторая лестничная площадка, а также одну тетиву второго лестничного марша. Общая площадь этого дома составляет всего лишь 60 квадратных метров, и чтобы уменьшить потери полезной площади из-за лестницы, все пространство под ней мы будем использовать. Объем под основным лестничным маршем будет использован под компактную туалетную комнату, в которой поместится унитаз и небольшой умывальник, а пространство под другим маршем и лестничной площадкой будет использовано для хранения. В том числе здесь также разместятся обувные полки, присутствие которых возле входной двери будет как раз кстати. Вместо лестничной площадки с перепадом по высоте здесь можно было бы организовать забежные ступени. Но так же, как и ступени для винтовой лестницы, забежные ступени сужаются с одной стороны, поэтому ходить по них не очень удобно. Как вы уже увидели, вторая часть каркаса под лестничную площадку также проста в изготовлении. Все соединения несложны и их можно выполнить без какого-либо опыта. После изготовления каркаса для лестничной площадки к нему крепим тетиву меньшего лестничного марша. А также формируем речный каркас для гипсокартонной перегородки, которая будет отделять туалет под лестницей от общего жилого пространства. Ступени для лестницы мы будем изготавливать из сосновой половой доски. Она имеет толщину в 28 мм и соединяется между собой с помощью шип-паза. При стоимости нашей половой доски в $9 за квадратный метр это является хорошим бюджетным решением, которое будет достаточно прочным и выглядит эстетично. Отрезки половой доски крепятся к закладным деталям на тетиве с помощью 50 мм саморезов и столярного клея. Столярным клеем ПВА также промазываем соединение шип-паз. Это сделает ступень цельной и более прочной. Пока что весь крепеж лестницы в виде шляпок от саморезов останется открытым. Отец планирует в будущем после первого сезона отопления провести еще финишные отделочные работы, так как вполне вероятно, что при первом запуске отопления древесина избавится от остатков влаги и на ней проявятся мелкие трещинки или другие дефекты. А возможно, со временем на это уже никто не будет обращать внимания, и мелкие дефекты с открытым крепежом станут неким элементом декора, наподобие лофт-стиля или сельской практичности. Из этой же половой доски были зашиты поверхности для поворотных площадок, и здесь их прочности также оказалось достаточно. Таким же образом, прямо на месте были изготовлены все остальные ступени, общее количество которых составило 11 штук плюс 2 ступени, сформированные поворотной площадкой. После сборки основной конструкции лестницу ожидала шлифовка, которую отец произвел с помощью все той же болгарки и наждачки на липучке. Шлифованием были убраны грубые переходы и частично снята ворса. По окончанию шлифования я покрыл лестницу первым слоем паркетного лака. В этот период мы с супругой закончили настил пола на втором этаже, поэтому неприятно пахнущую процедуру лакировки производили одним махом, лакируя лестницу с полом в один день. И да, кстати, подробное видео о настиле деревянного пола как доступного и возможно лучшего решения для бюджетного дома уже опубликовано на нашем канале.
Ширина нижнего лестничного марша составляет всего лишь 60 сантиметров. Ширина более длинного лестничного марша составляет уже 75 сантиметров. И это как раз обусловлено размещением под ним санузла. И да, такая ширина лестницы — это значительно меньше, чем рекомендует большинство норм. А также здесь вряд ли удастся разминуться вдвоем. Но подниматься по такой узкой лестнице вполне комфортно. А учитывая, что в этом доме в основном будет жить только 2 человека, то вероятность их встречи на лестнице будет ничтожно малой. Даже в нашем доме, где мы живем с семьей из 4 человек, встречное движение на лестнице практически никогда не происходит. И та экономия пространства, которую даст эта узкая лестница, будет большим плюсом. Высота между ступеней была выбрана в 19 сантиметров, а длина ступеней составила 28 сантиметров. При этом угол наклона лестницы получился комфортным в 34 градуса. И ее удалось вписать в габаритный прямоугольник с размерами 2,40 на 1,35 м, что в сумме на обеих этажах заняло чуть больше 6 квадратных метров, из которых все же смежно удалось использовать почти 2 метра квадратных под санузел и места для хранения. Так что фактически лестница съела около 4 квадратных метров от общей площади, что в итоге оказалось небольшой потерей. На данном этапе для защиты лестницы при малярных работах мы закрыли ее строительной пленкой. В будущем мы покроем ее финальными слоями лака, сделаем подступени из ламината, изготовим несложные перила и зашьем лестницу гипсокартоном. Кстати, следующее видео на нашем канале как раз и будет о монтаже гипсокартона в доме прямо по деревянным конструкциям, и мы надеемся, вы его тоже посмотрите. На данном этапе на все материалы для лестницы, в которые вошли клей, лак, весь крепеж, половая доска и даже та доска, которую отцу удалось удачно одолжить из моих запасов, в сумме было затрачено $60. Как вы уже поняли, более бюджетную по конструкции лестницу изготовить вряд ли получится. По времени у отца на ее изготовление ушло примерно 7 человека дней, а суммарные затраты на весь дом уже составляют $10 485. Мы надеемся, вы оценили наш труд и посмотрите другие ролики из нашего канала.